Сегодня я вам покажу, как из классического корсета сделать корсет с отрезной чашкой. Итак, перед нами выкройка из моих обучающих курсов. На ней нанесены линии корсетной чашки. То есть это такой встраиваемый бюстгальтер. И сейчас нам эти линии чашки на корсете помогут создать новую выкройку корсета с отрезной чашкой. На самом деле все очень просто. Мы сейчас с вами вырежем сначала чашку. Вот таким образом мы отмечаем карандашом вспомогательные линии, по которым мы будем вырезать. И первым делом мы будем вырезать чашку. Берем ножницы и вырезаем по контуру. Вот что у нас получается. Вот эта выточка, мы должны ее будем закрыть и на чашке, и на основе корсета. И должны будем добавить припуски на швы, потому что мы с вами разрезали выкройку, и тут нет припусков. По рельефу переда у меня везде есть припуск 1 см и 2 мм. Теперь закроем с вами выточки по чашке и по центральной детали корсета. Она у меня отмечена желтым цветом. Вот таким образом закрываем выточку и заклеиваем ее скотчем. Срезаем скотч. И также мы закрываем выточку на чашке. Надрезаем и заклеиваем ее скотчем. Подпишем нашу чашку вверх, низ, бок, центр. Переведем нашу центральную часть корсета на чистый лист бумаги. Центральную верхнюю часть корсета выложим вот таким образом. Обводим. Ставим надсечки. Контрольные метки. И вот наша деталь без припусков в районе чашки. У нас припуск по рельефу есть, а там, где мы срезали, припуска нет. Добавим припуск. У меня это будет плюс 1 сантиметр. Вот таким образом с помощью линейки я ставлю метку 1 сантиметр. И это будет наш припуск на шов для пришивания чашки. С помощью лекала я проведу линию. И теперь наша деталь уже имеет припуск. По центру у нас уголочек, мы его выравниваем. Там у нас уже припуск есть в центре, вверху, потому что в лекале у нас
были припуски 1 сантиметр и 2 миллиметра. Мы ничего не добавляем. И теперь переходим ко второй детали. Также переводим деталь на чистый лист. Ставим все контрольные метки. И обратите внимание, что у нас есть припуск по линии верхнего среза, по линии бока. Везде у нас припуски. По центральному рельефу, по низу. А по линии пришивания к чашке у нас нет припуска. И мы добавляем на второй детали 1 сантиметр. Воспользуемся лекалом для более точной линии. Вот такой у нас будет новое лекало. Мы дочертили припуски на шов для пришивания чашки. Вот так у нас выглядит передняя часть корсета с припусками. И теперь переходим к чашке. Вот наша чашечка. Где мы срезали, там мы будем добавлять припуск. Припуск обязательно такой же, как и на основе корсета, то есть 1 сантиметр. Обводим чашку. Ставим обязательно метку центра груди. Метки ставим вверх, низ, центр. И вот здесь мы будем добавлять 1 сантиметр. Обозначили с помощью линейки, и с помощью лекала мы проведем красивую линию. Вторую часть чашки также мы обводим. Переносим метки. И там, где мы срезали, мы добавляем припуск 1 сантиметр. Так, вот наша чашечка с припуском готова. Мы добавили по 1 сантиметру. Эта выкройка нам уже не нужна. Мы ее убираем и вырезаем нашу новую выкройку. Вот детали нашей новой выкройки. Все уже с припусками, все хорошо. Но, конечно, мы не будем оставлять чашку в таком виде. Мы сделаем ее из 3 деталей. Сейчас я отмечу припуск по центральному рельефу чашки. Припуск у меня везде 1 сантиметр и 2 миллиметра в лекале. Поэтому я сейчас его нарисую. И на второй чашке я тоже обозначу припуск.
Он сейчас нам понадобится. Будем дорабатывать нашу чашку, делать ее красивой. Опускаем точку 3 сантиметра и 8 миллиметров здесь. На рельефе опускаем точку. Вот у нас припуск 1,2. И мы опускаем от припуска на 4 сантиметра. То есть у нас получается 5 сантиметров и 2 миллиметра от верхнего среза. Ставим точку. На второй детали чашки у нас должно быть абсолютно симметричное расстояние. Тоже 5 сантиметров 2 миллиметра. И в боковой части чашки мы делаем 1 сантиметр 2 миллиметра это припуск и 3 сантиметра от припуска. То есть всего вниз 4 сантиметра и 2 миллиметра. И проводим такую плавную дугу. Это будет наша верхняя деталь чашки. Разметим детали 1, 2 и верхняя у нас будет цельная. Отметили ее троечкой. Сейчас мы должны будем совместить 2 верхних детали. Отметим себе, сделаем метку центр груди, чтобы не запутаться. И отрезаем верхние детали от чашки. Вот таким образом срезаем. Разрезаем детали. Помним, что у нас опять нет припусков между деталями. Мы их будем обязательно добавлять. Но сейчас мы сначала соединим верхнюю деталь чашки в одну. Срезаем припуски вот таким образом. Теперь будем создавать одну цельную деталь. Итак, берем чистый лист бумаги. Вот наша верхняя часть чашки. Давайте я вам покажу вот здесь. Здесь лучше видно. Смотрите, у нас получается на этой детали, когда мы сомкнули деталь, у нас получается выточка. Сейчас мы ее перенесем на нашу выкройку. Обрисовываем детали чашки. Вот таким образом. Сомкнули их и чертим. Помним, что у нас здесь припуск внизу должен быть. Ставим метки. Вот здесь припуск. И вот наша выточка. Измерим ее. Она у нас получилась 1,5 сантиметра. Мы 1,5 сантиметра делим на 2 и убираем с 2 боков чашки. 0,75 с одной стороны уберем в верхней части чашки и сойдем на нет к низу детали. Вот таким образом. Убираем вот такой уголочек. Закрываем, естественно, эту выточку. Ее здесь больше нет. Вот эти уголочки тоже нам не нужны больше. Так. И теперь мы должны выровнять немножко вот таким образом нашу деталь и добавить припуск 1 сантиметр. Отмечаем 1 сантиметр. И вот так его обрисуем.
Так, наша верхняя деталь чашки готова. Все припуски на ней уже есть. И теперь перейдем к нижним частям чашки. Обводим деталь. Помним, что у нас здесь припуски. Здесь 1 сантиметр мы добавляли. По центральному рельефу 1,2 это уже было в лекале. Здесь у нас мы добавляли 1 сантиметр. Вверху у нас припуск 1,2 это было в лекале. И здесь по бокам этой детали у нас 1 сантиметр мы с вами добавляли. Итак, добавляем по срезу, который мы делали, 1 сантиметр на шов. Вот такая у нас получается деталь. Можно помочь себе с помощью лекала провести линию. Метки поставим, чтобы не запутаться. И переводим вторую деталь точно таким же образом. Добавляем припуск 1 сантиметр. Так, тут у нас 1,2, помним, тут 1. Вот наши детальки. Поставьте обязательно метку центр груди. И теперь эти детали нам уже не нужны. Вот наше новое лекало. Вырезаем его. Так, забыла поставить метки низ, бок, вверх, чтобы не перепутать. Вырезаем. Вот таким образом, легко и просто, мы сделали из простого обычного классического корсета корсет с отрезной чашкой. Вот наши детали корсета. Все уже с припусками и можно сразу шить. Друзья, если вам был полезен этот мастер-класс, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Выкройку корсета вы можете скачать по ссылке под этим видео. С вами была Юлия Чумакова. Я вам желаю легкого кроя и шитья.